Всем привет! Я, наконец-то прочитала ваши комментарии, где вы просили показать Москву. И поэтому сегодня будет не то видео, в котором я буду вам рассказывать про переезд в Москву или каково здесь живется, а я вам просто покажу кусочек, небольшой кусочек, но безумно красивой Москвы. И именно поэтому сегодня я приехала в музей-заповедник Царицына, и я вам хочу показать вообще, как здесь все обстоит, как здесь все выглядит, и при этом расскажу несколько очень интересных и занятных фактов из истории именно этого места. Если тебе уже стало интересно, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А мы начинаем. Что такое музей-заповедник Царицына, как он выглядит и что интересного в этом месте? Уже с первых метров, как только вы зайдете в парк, вы будете приятно удивлены. Во-первых, здесь очень много зелени. Да, возможно, вам не очень понравится, что здесь очень много людей, но плюс к этому здесь огромное количество птиц. На входе сразу же играет безумно приятная музыка, и вы первое, что увидите, это, во-первых, красивейший мост, а второе, вы увидите вот этот потрясающий фонтан. Вообще, в одном из своих видео я уже рассказывала про этот музей-заповедник и говорила, что его обязательно нужно посетить. Так вот, я от своих слов не отказываюсь. Это потрясающее место, которое наверняка вам очень сильно понравится. Лично для меня здесь самое безупречное – это вся архитектура, как это выглядит. Я безумно обожаю все эти кирпичные стены, когда все сделано из кирпича. Меня это очень сильно восхищает. И здесь прелесть не только в зданиях, но и мосты здесь выглядят просто потрясающе. И я очень сильно хочу вам все это показать, и поэтому мы идем смотреть. Вы только посмотрите на этот мост. Он просто неимоверной красоты. Жемчужина Царицына – это вот этот грандиозный дворцовый комплекс XVIII века. Его строили как загородную резиденцию для Екатерины II. И, кстати говоря, стройки длились на протяжении 20 лет. И их проводили целых два архитектора. Первым из них был Василий Баженов. Кстати говоря, про архитекторов. Василий Баженов был талантливым зодчим. Получил свое образование в Париже, чем очень и очень сильно удивил Екатерину II. И она всегда восхищалась его работами. И именно она доверила ему строительство дворцового ансамбля в Царицыно. Баженов же всегда был окрылен идеей создать новую, абсолютно особенную архитектуру, которую еще никогда не видела Россия. К 1785 году строительство усадьбы было закончено, и Екатерина II прилетела сюда, чтобы посмотреть, как вообще все выглядит. И дело в том, что когда она сюда пришла, зашла внутрь, она была максимально возмущена. Ей не понравилось все. Она говорила, что потолки слишком низкие, лестницы слишком узкие, и вообще в этом помещении невозможно жить. В итоге Баженова отправили в отставку и запретили ему дальнейшую работу над проектом. А дальше уже создание нового проекта поручили ученику Баженова Матвею Казакову. Но так вышло, что Екатерина II скончалась раньше, чем достроилась ее резиденция. После смерти императрицы все работы прекращаются, и парк становится просто территорией для отдыха москвичей. Затем на протяжении очень долгого времени этот парк так и оставался парком, пока в 1984 году его не сделали музеем-заповедником. Затем в 2006-2007 году это место находилось на реставрации, а в 2007 году здесь официально открывается отреставрированный дворцово-парковый ансамбль. Кстати говоря, именно эта реставрация происходила при Лужкове, и есть мнение, что это была самая ужасная вещь, которая могла произойти с этим местом. Все дело в том, что при восстановлении в 2006-2007 годах был произведен ряд очень сомнительных работ. Если посмотреть наверх этого сооружения, то можно увидеть, насколько отличается тон
белого от серого. Сообщается, что тогда усадьбу не только реконструировали, но и достроили. То, что якобы планировалось к постройке, но не было построено. Критика реконструкции в том, что усадьба якобы после реконструкции стала такой, какой она вообще никогда не была. Если говорить о самом Царицыно как о городе, то первыми жителями Царицына были неандертальцы. Всего известно 7 мест проживания древних людей, и это одно из них. А теперь перейдем к нашему времени. Вообще, это место не настолько прекрасно, как о нем принято думать, потому что очень многие люди считают, что это земля проклята. День 1 января 1985 года работники метрополитена вспоминают как страшный сон до сих пор. 7 часов утра. Поезд мчится к только что открытой новой станции метро Ленина. Когда состав набирает максимальную скорость, прямо на глазах у машиниста от стены откалывается огромный кусок облицовки, а вслед за ним хлещет вода. Царицынский пруд, успел подумать машинист. Подобные аварии повторялись в апреле 2001, ноябре 2003, а в 2011 году на участке, проходящем под парком Царицына, случился пожар. Для большинства москвичей это обычная жизнь большого города. Где-то что-то протекает, какие-то потопы или пожары. Но исследователи аномальных явлений считают иначе. По их мнению, музей-заповедник Царицына – это место с особой энергетикой, часто неблагоприятно влияющей на ход событий. А вообще Царицыно очень и очень давно привлекает людей, которые занимаются изучением аномальных явлений. Еще в 1993 году на территории Царицына был проведен большой цикл исследований. И эти исследования проводили геологи из Российской академии наук. Именно они пришли к выводу, что вся территория Царицына является геопатогенной зоной. Так называют участки местности, на которых регулярно наблюдаются различные феномены и, как правило, очень негативного свойства. Но несмотря на всю историю этого музея-заповедника, на те трагедии, которые здесь происходили, несмотря на все аномальные явления, которые здесь есть, и на то, что эту землю называют проклятой, все равно нельзя не восхититься этой архитектурой. Любой человек, который побудет на территории Царицына, он будет восхищен. Я не знаю человека, которого все это могло бы оставить равнодушным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам видео такого формата, заходят они или нет, и нужно ли продолжать делать такие видео, за что вам заранее спасибо. Такое видео у меня сегодня получилось. То, что я вам рассказала, это очень-очень маленькая часть всего этого места. Если попытаться окунуться в историю вообще этого музея-заповедника целиком и с головой, то вам потребуется очень много времени на изучение всего, что здесь происходило. Если вам понравилось это видео, оно было для вас полезным, интересным, или вам просто понравилась я, и вы хотите меня поддержать, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Обязательно посетите это место, если вы будете в Москве. Оно достойно того, чтобы потратить на него целый день. Хорошего вам дня. Пока-пока. Заповедника говорила, что сюда обязательно нужно... А с лестницы могу спуститься? Не только во всех этих зданиях, но также и в мостах. Мостах. Все, пойдем туда. Жемчужина Царицына – это вот это грандиозное... И дальше уже создание нового проекта поручили ученику Баженова Матвею Казанову. Это почему Казаков? Были именно были... А где здесь река? Конечно, ты что? Подобные аварии повторялись в ноябре, в апреле. Блять, муха.
Все.